Почему появляются папилломы? Можно ли их убрать, не прибегая к сложным и опасным методам? Какие эффективные средства существуют для самостоятельного удаления папиллом? В нашем видео расскажем об этой болезни и ее решении с помощью простых домашних народных рецептов. От чего появляются бородавки? Перед тем, как перейдем к причинам появления бородавки, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 96% зрителей. Прошу у тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу командой, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Бородавка – это доброкачественное новообразование, причиной которого становится инфицирование вирусом папилломы человека. Патология проявляется в виде выступающих над поверхностью кожи узелков или уплотнений. В большинстве случаев бородавки имеют округлую форму, склонны к распространению, могут увеличиваться и менять форму. При механическом повреждении становятся болезненными и кровоточат. Если новообразование неправильно лечить, они могут оставлять рубцы на коже или перерождаться в злокачественные опухоли. Бородавки могут появиться в любом возрасте, но чаще у детей. Чем отличается бородавка от папилломы? Эти новообразования вызываются вирусы папилломы человека, но имеют некоторые отличия. Бородавки чаще не имеют ножки, у них более четкие края и в большинстве случаев шероховатая поверхность. У папиллом всегда присутствует ножка, поверхность бугристая, края рваные. В некоторых случаях отличить эти два новообразования помогает только ПЦР-анализ для определения ДНК вируса или биопсия. Бородавка в простонародье называется накожное новообразование, вызываемое папилломовирусом. Вирус папилломы проникает в организм контактным путем и далеко не всегда немедленно начинает свою каверзную работу. Чаще всего вирус поджидает благоприятного момента в виде ослабления иммунной системы. Таким образом, множество источников свидетельствует о том, что лечить бородавки не нужно. Достаточно дождаться восстановления защитных сил организма, чтобы уже иммунитет больного сам подавил вирус и, как следствие, устранил некрасивые наросты на коже. Если же самолечение не помогает, то следует обратиться к врачу-дерматологу. Тем не менее, сложно встретить человека в любом возрасте, готового с легкостью смириться с таким неэстетическим заболеванием. Поэтому больные испытывают на себе даже самые опасные способы борьбы с вирусом. Чтобы достичь положительных результатов и не причинить вред самолечением, достаточно следовать простым рекомендациям. Учитывая, что папилломовирус развивается на фоне иммунодепрессивных состояний, то первым и самым логичным шагом больного должны стать действия, направленные на восстановление защитного барьера организма. Иммунная система – это не то, что эфемерное, это вполне реальный и, что самое важное, действенный инструмент на страже порядка в организме человека. Необходимо четко понимать, что иммунитет работает по всем фронтам. Как и прочие заболевания, укрепление иммунного столба требует комплексного подхода. Для начала следует откорректировать режим дня больного. Режим должен быть щадящим, чередование труда и отдыха должно быть равноценным. Следует приучить себя к правильному питанию. Ежедневный рацион должен быть полноценным и сбалансированным. Свежие фрукты, овощи и цельные злаки должны ежедневно присутствовать на столе человека, борющегося с папилломовирусом. Уже одни только эти несложные меры способны на многое. Коррекция режима дня даст заряд бодрости и энергии для борьбы с недугом, а правильное питание снабдит организм необходимыми микро- и макроэлементами, необходимыми для регенерации кожных покровов. Итак, для предотвращения появления бородавок необходимо предупреждать травматизацию кожи, даже при мелких травмах пользоваться антисептиком и закрывать раневую поверхность повязкой или пластырем, соблюдать правила личной гигиены. При посещении бань, саун или бассейнов надевать индивидуальную резиновую обувь. Для проведения маникюра и педикюра применять только стерильные или индивидуальные инструменты. Укреплять иммунитет. Перед удалением папилломы в домашних условиях следует знать, почему именно у вас они появились и как предотвратить их повторное появление.
Наибольшему риску образования папиллом на теле подвержены люди с ослабленным иммунитетом, поэтому чаще всего первые неприятные украшения на теле обнаруживаются после перенесенной инфекционной болезни, беременности, продолжительного приема лекарств, соблюдения строгих диет и сильного стресса. Провоцирующими сильный рост вируса факторами являются употребление алкоголя, курение и частая смена половых партнеров. Поэтому удалять самостоятельно папиллому можно только в тот период, если вы абсолютно здоровы и не подвержены влиянию стрессовых ситуаций. В период лечения папиллом включайте в рацион питания продукты, богатые антиоксидантами и микроэлементами. Это овощи, фрукты, ягоды и зелень. Эффективным средством для самостоятельного удаления папиллом является ляписный карандаш. Приобрести его можно в аптеке. Он оказывает бактерицидное и прижигающее действие, но применять его надо осторожно. После нанесения лепестного карандаша место прижигания приобретает темный цвет, поэтому во время лечения папилломы придется носить одежду, прикрывающую пораженные места. Для удаления папиллом в домашних условиях также применяют уксусную кислоту. Из пипетки несколько раз в день капайте на папиллому уксусную кислоту, и она очень скоро начнет сохнуть и сходить. Чистотел. В летний период 3-4 раза в день наносите на папилломе сок свежесорванного чистотела, а зимой прикладывайте к пораженному вирусом месту замороженный настой чистотела, череды и чаги. Порошок магнезии. Каждый день перед завтраком и ужином принимайте порошок магнезии на кончике ножа. После месячного лечения магнезии папилломы сами исчезнут. Полынь. Сок полыни и его настой применяют для борьбы с папилломами так же, как и чистотел. Сок полыни и его настой применяют для борьбы с папилломами так же, как и чистотел. Картофельная и банановая кожура. Протирайте папилломы по 5-6 раз в день картофельной или банановой кожурой в течение месяца, чтобы они отпали. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Натурально Полезно. До новых встреч!